Сегодня готовлю кофе-кекс на кефире и делюсь с вами рецептом. Несмотря на то, что этот кекс называется кофейным, он совершенно не содержит кофе, а свое название скорее взял из-за того, что его часто подают к чашечке кофе. Кекс этот получается вкусным, очень мягким, ароматным и буквально тает во рту. Все ингредиенты для этого кекса вы всегда сможете найти в описании под видео, и они сейчас есть на экране, и давайте готовить. Для начала подготовим прослойку и украшения для верха. Для этого нам понадобится 55 грамм коричневого сахара, можно чуть меньше, чуть больше. Сюда же добавляем 1,5 чайной ложки корицы и все это хорошенечко перемешиваем, разбиваем комочки так, чтобы масса была достаточно однородная, и отставляем ее пока в сторону. Для теста, для кекса самого нам понадобится здесь сливочное масло комнатной температуры, оно должно быть мягкое. По рецепту идет 113 грамм сливочного масла. Сюда же я добавила 200 грамм сахара, и эту массу нужно хорошенечко взбить. Взбиваю ее на средних оборотах, и этот процесс занимает обычно 2-3-4 минуты. Масса должна побелеть и стать достаточно пышной. Нам также понадобится 2 яйца комнатной температуры, они обязательно должны быть теплые для того, чтобы они лучше объединились с массой, и добавлять яйца нужно поочередно. Сначала добавляем одно, снова взбиваем, потом добавляем второе и снова хорошенечко взбиваем. Масса должна вся хорошо объединиться, снова побелеть и стать более-менее однородной. В отдельной чаше смешаем 260 грамм белой муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, пол чайной ложки соды и пол чайной ложки соли. Также по вкусу можно добавить ваниль. У меня здесь ваниль в порошке, я добавляю 1 чайную ложку. Все это хорошенечко перемешиваю венчиком. Если вы не хотите перемешивать венчиком, то эту массу нужно будет просеять. Из ингредиентов у нас также остался еще кефир и молоко. В этой чашке я их смешала. У меня здесь 120 мл молока и 120 мл кефира, обязательно комнатной температуры. И на данном этапе нам нужно ввести молочно-кефирную смесь и все сухие ингредиенты, которые мы подготовили заранее, в 2 этапа. Добавляем немножко кефира и молока, добавляю немножко сухих ингредиентов, перемешиваю и потом снова повторяю этот процесс. Все ингредиенты мы уже добавили, и теперь эту смесь нужно хорошенечко взбить снова до состояния такого хорошего плотного крема. Продолжаем взбивать на средних оборотах, примерно это занимает 3-4 минуты. Масса должна снова побелеть, стать плотной, там не должны быть видны никакие комочки, она должна быть однородной и похожая на густой крем. Вот такая масса в конечном итоге получается. Я еще пройдусь силиконовой лопаткой по краям чашки и по донышку, чтобы посмотреть, нет ли непромесов. Если вы будете это делать, то делаем это аккуратно, чтобы не испортить воздушность нашего теста. И затем выкладываем тесто в нашу подготовленную форму. Размер этой формы 23 на 13 на 8 сантиметров примерно. Можно чуть шире, чуть уже взять. И я выкладываю половину теста на донышко. Свою форму я, кстати, ничем не смазывала, у меня пергамент, который не прилипает, поэтому в этом нет необходимости. Если у вас форма прилипает, конечно, ее нужно будет смазать заранее растительным маслом. Я уже выложила половину теста, сверху я присыпаю подготовленной заранее смесью, это, я напоминаю, сахар и корица, и будем использовать здесь только половинку. Половинку теста, половинку корицы с сахаром, потом снова сверху выкладываем оставшееся тесто, выравниваем это тесто и сверху снова будем посыпать корицей и сахаром. Тесто хорошо выкладывается, оно мягкое, податливое и очень приятное для работы. Выравниваем его лопаткой со всех сторон, чтобы кекс был аккуратный и красивый. И сверху снова присыпаем корицей и сахаром. И на данном этапе кекс можно оставить как есть, и тогда при нарезке там будет ровная прослойка из сахара и корицы, или при желании можно сделать небольшие завитки в тесте. Для этого я взяла китайскую палочку и прохожусь по тесту, по всему, со всех сторон, делая такие завиточки. Палочка у меня полностью касается донышка. Свою духовку я уже заранее разогрела до 180 градусов по Цельсию или 350 по Фаренгейту, и кекс будем выпекать примерно 55-60 минут. Даем кексу остыть в форме 10-15 минут, и можно его вынимать. Он очень теплый и очень вкусно пахнет. Я уже перепробовала достаточно большое количество рецептов кофе-кексов и могу сказать, что этот кофе-кекс, наверное, один из самых мягких. Он просто невероятно нежный. Посмотрите, как легко входит нож в кекс, его в принципе даже и резать не надо.
Этот кекс особенно хорош в теплом виде, в свежем виде, но он также хорошо хранится при комнатной температуре несколько дней, и при желании его можно нарезать порционно и даже заморозить, положить в морозилку, и он очень хорошо сохраняется примерно около месяца. Рекомендую всем попробовать, ну а если у вас еще остались какие-то вопросы по этому рецепту и не только, то на все вопросы я отвечаю в комментариях.